Всем доброй ночи, друзья мои. Вы знаете, я много раз снимала ролики на одну и ту же тему. Почему мне приходится повторять? Потому что постоянно одни и те же вопросы. Вот я и снимаю по новой, обновляю, чтобы сразу ответить на эти вопросы одним махом. Итак, по поводу записи ко мне. Дорогие друзья, я говорила и повторяюсь. Вот уже 2 месяца с чем-то, наверное, примерно так, может, чуть больше, записывает ко мне Яна. Потому как я не успеваю просто проследить за всеми СМС. У меня их очень много, много тысяч. Иногда несколько тысяч в день. И, естественно, вы написали, через 5 минут написали другие, это все, эти СМС теряются. Даже люди, с которыми я работаю, я прошу их написать Яне. Написать ей, либо просто ее попросить, чтобы я зашла, прочитала. У нас отдельные чаты, которые мы создали, чтобы нам проще было так найти людей. И в этих чатах номера людей, которые записываются на прием. Отдельно есть чат для детей, мы создали, где она скидывает мне фотографии детей, я смотрю, кого возьму в работу, кого нет. Далее, нет не потому, что не хочу, а потому, что есть моменты, где я бессильна. Следующий момент. У нас есть специальный чат, куда отправляем ответы. То есть она мне отправляет, скидывает, чтобы я ответила людям, с которыми работаю. И вот кто попросился, чтобы я все время контролировала, знала, как у них меняется, что нужно делать, как нужно усилить и так далее. Это титанический труд, и не каждый этот режим выдержит. Но мы выдерживаем. Вот мы так работаем, нам дано, наверное, это все. Так вот, о чем я говорю? Дорогие друзья, не пишите мне, это бесполезно. Я могу заметить, могу нет. Все, кто хочет записаться ко мне, напишите, пожалуйста, Яне. Ее номер я выставлю опять здесь заглавное фото. Кроме того, под роликом напишем. Если кто-то хочет найти ее номер или мой номер, нажимаете сведения о канале. Вот там видео, сообщество, дальше о канале. Нажимайте туда, на этот пункт, и выходит мой номер и номер Яны. И желательно написать ей. Теперь, значит, за кого я не берусь. Дорогие друзья, я ведьма. Функция ведьмы – это видеть вашу проблему, видеть ваше прошлое, видеть то, из-за чего вы страдаете, описать вашу жизнь и так далее. Но ведьма – это не гадалка. Понимаете, чтобы я сидела и говорила, буду я там с Васей, с Петей, мне это не интересно. Иногда приходят, говорят, посмотрите, пожалуйста, продадим ли мы дом. Это действительно действует на нервы. Я говорю, вы ради этого пришли и заняли мое время, когда есть люди, которые просто уже помирают. Знаете, как говорят, на ладан дышат люди. Я могу их принять. У вас больше делов нету? Я говорю, вы давали объявление о продаже дома? Нет. А как же вы продадите? Кто будет стучаться тебе в дверь и говорить, ты дом продаешь или нет? Откуда люди узнают? Дайте объявление. Что за ерунда? Вы можете взять ролик о продаже дома и сделать, понимаете? То есть я подобных людей не беру, потому что я не сижу, смотрю такие, кто чего продаст и прочие. Такие вопросы, они мне неинтересны, они слишком банальные, слишком примитивные, чтобы я за них взялась. Я говорю, повторяю, я берусь за безнадежных людей, когда то, что у них есть, от них не зависит, когда то, что у них есть, это печать, с которым они родились, либо родители этим наградили, либо им сделали, то есть люди сами из этого не вырвутся, не выйдут. Именно потому, что очень много людей ко мне обращалось и обращается. Именно по этой причине я создала
И подарила, и из своих старых архивов вам подарила множество ритуалов, чтобы люди, которым я не успею помочь, хотя бы себе помогли. Это не говорит о том, что чистка, которую делают профессионалы, и вы одинаково. Нет. Но хотя бы на время это вас поддержит, пока вы сможете ко мне прийти. А есть моменты, когда оно вам поможет, когда, вы понимаете, я даю вам очень сильные работы, сильные и безопасные для вас, которые могут вам помочь. Я, извиняюсь, разжевала уже все темы, я все объяснила. Любой момент, я вам сказала, продать дом, ведьмина изба, наберите, найдете. Или, например, на удачу. Я даже сняла ролики, 100 раз говорю. Посмотрите мой ролик, написано «Помоги себе». И там я объясняю, прямой эфир, я объясняю, с каких ритуалов лучше начинать, какие делать. Потому что эти работы, которые я вам подарила, считайте, что я с вами работаю. Это же через меня вам подарено. Это мой труд, понимаете? Считайте, что я через себя вам отдаю, что это я делаю с вами, я работаю с вами. Какая разница? Просто есть моменты, в которых эти чистки могут помочь на время. А потом человек приходит, я ему помогаю. А есть момент, когда эти чистки могут помочь, спасти, снять окончательно и закончить. Да все я вам подарила, вот все, что возможно. Несколько тысяч работ, лекций, объяснений, все, что вы хотите. И я еще раз говорю, почему я это делаю? Потому что было время, были годы, когда я просто погибала. Видимо, силы меня провели через адскую боль в этой жизни, чтобы я каждого человека могла понять. Каждого человека. С чем бы вы ко мне ни пришли, в моей жизни это было. Понимаете? И вот в этот момент, когда я не была нужна никому, и никто мне не давал руку помощи, да я и не просила, я себе дала слово, что если я выйду из этой ситуации, если у меня в жизни все получится, а мне кажется, что силы иногда специально так делают с человеком, чтобы он дал определенный зарок и служил им, понимаете? Что я помогу людям в такой же ситуации, что если у этих людей не будет никого, у них буду я. И я действительно вытягиваю людей из очень катастрофических моментов. Я это делаю абсолютно даром, если вы заметили, потому что я это делаю через свои работы. Это целая армия духов, которая идет вам на подмогу. Как вам еще объяснить? Это реальная армия сил. Видите, вам подтвердили, улетела рядом. Это целая армия, это целая когорта, это целый легион духов, который рядом с вами находится, который через меня приходит к вам и помогает вам. Множество людей действительно вылезли из этого кризиса. У них надежда на завтра появилась. Они поняли, как правильно надо жить, почему не надо мучиться, почему не надо идти на поводу этих лживых учений, которые вечно проповедуют мучение, непонятно за что и почему. Ничего еще человек не сделал мучения, вот он за грехи, ребенок родился больной за грехи, ты упал там, я не знаю, голову разбила за грехи, за какие, что я сделала? Я убиваю, граблю, режу людей, я не знаю, что я там взрываю. Нет, за какие грехи мне такие страшные наказания даете? А вот так вот положено. Да ничего не положено. Ничего не положено. Человек рожден, чтобы быть счастливым. И не надо себя впитывать, эту трагедию, эту боль, это вечное страдание. Это неправильно. Полюби природу, полюби духов, полюби мир богов. Попроси их, обратись к ним, и они все будут рады тебе помочь. Но ты обратись, потому что в отличие от современных религий, духи и боги не лезут в вашу жизнь без вашего желания. Они не лезут, они демократичны, они не будут лезть, пока ты не попросишь. Так как правильно просить, я вас научила. Понимаете, вам очень многое дано, и вы это все можете использовать во благо себе. И подняться в этой жизни, и жить по-новому. Теперь. Значит, ко мне не обращаться по поводу каких-то там гаданий, погадайте на мужика, мы там по судьбе, не по судьбе, 100 раз говорила и повторяюсь. Кто вам по судьбе, вы его так любите, вы настолько его чувствуете, он настолько родной человек, что у вас даже в мысль в голову не придет, по судьбе он или нет. Следующий момент. Со словами «услуги ваши сколько стоит», ко мне не обращаться. Я очень грубо вас пошлю. Потому что услуги оказывают путаны на трассах. Ведьмы никогда никому услуги не оказывали и оказывать не будут.
Они помогают, если хотят помочь. Следующий момент. Я людей клиентами не называю. Они не клиенты. Клиенты – это в сфере услуг. А я услуг не оказываю. Никаких. Услуга – это от слова «служить», услужение. Еще раз говорю, никогда ведьмы, колдуны никому не служили. Все служат им, если надо. Поэтому это всего лишь люди. Люди, которым нужна помощь. Далее. Почем? Сделайте мне такой ритуал. Почем этот ритуал? Эти ритуалы я не выставила на ярмарке. Я не продаю их на базаре. Я их вам подарила. Я показала эти ритуалы, подарила вам и практикующим людям для их работ. Я их не продаю. Если ко мне обращается человек, я очищаю, у меня есть свои методы, могу и те взять, которые я показываю. Это не важно для вас важен результат. А он есть, был и будет. Но прежде чем ко мне попасть, я хочу вам сказать, что ко мне попадают просто избранные люди. Я вам скажу честно, не постесняясь этого слова. Если вам кажется, что вы оплатите, и я вас приму любого, вы очень ошибаетесь. Я очень многим отказываю, когда вижу, что человек не понимает, куда пришел, не знает, чего хочет и так далее. Значит, если я решила все-таки принять человека, и человек пришел по консультации, начал мне писать, у зятя вот это, у дочери вот то, у матери вот это, там ноги болят, ну, там вот кран там прорвало и так далее, я таким людям не помогаю абсолютно и отказываю сразу, потому что я не Иисус Христос, чудеса не мой профиль, чтобы взмахнуть волшебной палочкой, чтобы все стало на свои места. У нас у всех что-то не то, что-то не так. Хотите, о себе скажу? Вот у меня что-то не то, потому что никак не перееду, очень устаю, много работ. То книги надо издавать, то еще что-нибудь, но никак не до себя, вообще не до себя. Сестра, у нее несколько квартир, если честно, но она еще не может определиться, как ей быть. Ей нужно и в Москве побыть, ее не отпускает, просит еще поработать, она злится, вот она нервничает, потому что она уже хотела переехать в свой дом, но никак не получается, потому что еще надо по контракту некоторое время поработать. Дальше. У мамы что-то в последнее время ноги болят, устает она. Вот со сном у нее проблемы начались, потому что она уже в возрасте человек. Далее, что там вам еще сказать? Дети у нас не дерутся, они очень мирные, очень дружные, но, я не знаю, все равно вот они там с друзьями хотят куда-то поехать, планируют. У всех что-то есть. Это не проблемы, это не трагедии, это не ужасающее состояние, с которым вы ко мне пришли. Это все решаемо. Все, что решаемо вами, оно не может быть решаемо ведьмой, потому что у меня есть более важные события и более важные работы. Поэтому с такой мелочью ко мне не обращаться. Если вы еще не поняли, что вам надо, и приходите, вроде у меня все хорошо, но я просто хотела посмотреть. Идите, смотрите где-нибудь на базарах, найдите какую-нибудь гадалку, пусть вам посмотрит. Если у тебя все хорошо, не надо искушать судьбу, не надо лезть в мир духов, чтобы они тебе сделали все плохо, и тогда ты будешь бегать к ним постоянно. Далее. Ведьма – это как хирург. Находит проблему, отсекает, и ты начинаешь жить новой жизнью. Я вам говорила и повторяюсь, ведьма не гадалка. Это разные вещи, совершенно разные вещи, понимаете? Дальше. Привороты я не делаю. Говорила и повторяю еще раз. В следующий раз я вам напишу на лбу. Я не делаю привороты. Мне это не интересно. Я не считаю, что я должна тратить свое время на ваших кобелей. И те, которые делают себе рекламу, что они делают привороты, они ни хера не умеют и не могут. Потому что ни одна достойная ведьма, ни одна настоящая ведьма не делает акцент на привороты. Ни одна. Поверьте мне. Акцент делают на привороты, как правило, аферюги, которые хотят быстрые деньги, по-быстрому, знаете, рубить капусту, извините за жаргон, по-быстрому просто. Вот привороты, возвращаем мужей и так далее. Зачем возвращать тех, кого судьба от вас убрала? Для того, чтобы дать лучший вариант. Следующий момент. Я не принимаю людей, которые сами не знают, чего им в жизни надо. Вот скажите, а вот мне по судьбе вот этот мужчина, а вот их двое, вот кто для меня роднее? Если вы не чувствуете, кто для вас роднее, я буду вам говорить об этом. Это смешно. Далее, дорогие друзья.
Если вы говорите одно, Яне, ко мне приходите и говорите другое, вам будет отказано. Почему она спрашивает, с каким вопросом вы пришли? Не потому, что ей это надо знать, а потому что уже сколько раз было, что говорят по личным вопросам, а сами приходят, мужчину хочу вернуть и так далее. Поэтому она и спрашивает, чтобы вам сказать, нет, с этим вопросом она вас не примет. Не обращайтесь ко мне раньше, чем хотя бы 2 недели не изучите мой канал. Раньше не обращайтесь, потому что вы не знаете, к кому обращаетесь, каким образом. Просто не обращайтесь раньше. Дальше. Почем вот эти вот ритуалы, сколько они стоят, я уже сказала. Я ритуалы не продаю, вы не на распродаже. Итак, дорогие друзья, пишите Яне. Ее номер есть в сведении о канале. Нажимайте. Есть здесь и внизу попрошу ее написать. По поводу книг. Книгами тоже она занимается. Это тоже к ней обращение. Я не отправляю книгу. У меня нет на это времени на самом деле. Некоторые книги пока еще не изданы, не переизданы. То есть они будут в ближайшую неделю. Вот опять я партия за партией буду отправлять, уже оплатила, уже заказали. Сейчас, который из них будет готово, будем отправлять по новой, то есть все книги. Они улетают, и чем дальше нас узнают, тем больше эти книги уходят. Хотя, еще раз говорю, вся информация в этих книгах, которые находятся, практически 70%, все есть на сайтах. И те 30% это либо запретные вещи, либо вещи, которые я просто не успела физически выставить. Вот и все. Итак, номер телефона. Пишите ей, она вам все объясняет. Потом отправляет ко мне. Я отвечаю в течение суток. Если я не могу ответить, если мне очень плохо, если я устаю, плохо в том смысле, что я устаю. Я просто устаю в последнее время очень здорово. Но те, кто работает, понимают, в чем дело. Те, кто без денег, и не объясняй. Я предупреждаю человека, что если вы готовы подождать, я вам отвечу, может быть, на несколько часов позже, потому что устаю. Это все, что бывает у нас, скажем так, все неудобства на этом заканчиваются. Одним словом, я думаю, что все объяснила, все сказала. Выставляю снова номер телефона Яны. И, пожалуйста, все вопросы туда. Всем удачи.